Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Самое важное, что, по мнению карт, было бы здорово вам знать на ближайшую неделю. Сейчас стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолеи. Ветерки. Аналитические ветерки, ведь воздух – это анализ и логика. Ну, не всегда, я знаю. Я знаю многих представителей стихии воздух. Опять же, наверное, акцендент. Не все они всегда мыслят аналитически и логически. Помните про ваш акцендент. Акцендент, да, влияет на ваш характер, на ваше состояние, на ваши мысли, соответственно, на то, что с вами происходит. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Я знаю людей, у которых именно акцендент превалирует в характере и в состоянии. Как это ни странно. Вот, видимо, так при рождении были расположены планеты, что несмотря на то, что у человека определенный знак зодиака, акцендент имеет большое влияние, большее влияние, чем родной знак зодиака. Такое тоже бывает. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, похвалите себя, сделайте себе комплимент и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь, ну а смех, уже доказано врачами, продлевает жизнь. Практику «Посмейтесь над проблемами» я уже давала и постоянно ее напоминаю. Любая задача, любая проблема, если вы сможете над ней посмеяться, она перестанет быть проблемой и очень часто рассосется сама по себе. Даже, может быть, без усилий с вашей стороны. Ну, а в конце видео, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Сегодня я буду использовать мой оракул, поэтому досмотрите видео до конца, чтобы увидеть, чтобы загадать желание и посмотреть, что с ним будет. Ну, а также задать вопрос и поставить цель. Начинаем, как всегда. 3 карты на каждый знак зодиака, как всегда, это для тех, кто в первый раз на канале, и общий совет для стихии. Начинаем сначала с Близнецов. Смотрим. Будете решать какие-то финансовые задачи в ближайшую неделю. Может быть, небольшая нехватка финансов, и вы будете искать выход из ситуации. По 5 пентаклей, да, есть какая-то недосказанность, есть какая-то незаконченность. Но также по 5 пентаклей можно сказать, что выход есть точно, просто по какой-то причине вы его не видите. Одна из причин, опять я всегда говорю, эмоциональность. Когда вы очень эмоциональны и раздражены, вы редко можете ясно видеть картину, и вы видеть выход из ситуации. Вот, так что смотрите, с отношениями. Может быть, знаете, как неполные отношения, это имеется в виду, что партнер или партнерша куда-то уехали, и на сегодняшний день есть определенное ощущение нехватки. Скучаете, вот так я еще могу сказать. Вы скучаете по кому-то. Это может быть и муж, жена, партнер, партнерша, ну а также это могут быть друзья, знакомые и родственники. Поэтому есть какой-то определенный элемент нехватки, и вы
на сегодняшний день не знаете, как это восполнить. Ну, тут, опять же, немножко терпения, и все должно быть хорошо. Да, я знаю, что это состояние может быть по разным причинам. И когда мы на личной консультации, я действительно могу увидеть это состояние именно в сфере вашей задачи. Поэтому тут я не буду перечислять все причины. Есть причины, которые легко исправить, есть причины, которые тяжелее исправить. Соответственно, я называю только те причины, которые я вижу ярче всего. Со здоровьем. Вот тут еще я вижу, если вас интересует здоровье, вам было бы здорово рассмотреть и, может быть, какое-то платное лечение. Кстати, это платное лечение, не обязательно лечение в клинике, лечение у врача, это может быть какой-то курорт, какая-то здравница, какой-то санаторий. И тут вы, если рассмотрите этот вариант и соберете всю информацию, это может помочь прийти к выздоровлению быстрее. Весы. Смотрим. Знаете, те встречи, которые вы планируете на ближайшую неделю, они, скорее всего, состоятся. Но большая, скорее всего, вот у меня пошло английское слово, простите, большая вероятность, что, скорее всего, и большая вероятность, правильно, что эти встречи не пройдут вживую, что эти встречи будут проходить в мессенджерах, на платформах, ну, это Skype, это WhatsApp. Сейчас везде есть аудиозвонки, видеозвонки, когда мы можем именно встретиться с людьми таким образом. Также эта карта говорит о том, что информация, которую вы ищете, вы ее можете найти в интернете. Вы можете ее найти на просторах интернета, но когда вы ищете в интернете, это уже от меня, это уже не по карте, это уже то, что я знаю из своего опыта. Когда вы ищете информацию в интернете, всегда анализируйте отзывы, сколько статей, например, вот пропагандируют одно и то же, к примеру, потому что очень часто и очень много в интернете информации, которая не соответствует действительности, поэтому информацию надо анализировать. Кстати, вам, весам, это не тяжело, и по Верховной Жрице входит именно анализирование ситуации, анализирование информации. И, скорее всего, это будет очень важным в ближайшую неделю, прежде чем вы примете решение для каких-то действий и для решения каких-то задач. Это нужна будет информация. Кстати, для отношений тут я вижу отношения на расстоянии, поэтому общение будет в интернете и в соцсетях. Это я ярко вижу для тех, у кого именно романы на расстоянии. Ваш партнер или ваша партнерша, с которыми у вас роман на расстоянии, выйдут на связь. Но это будет, я же говорю, соцсети или мессенджеры. И, соответственно, для тех, кого интересует обучение, прекрасная неделя для поиска информации, для обучения. Ну и водолеи. Смотрим. Уверенные действия, говорит эта карта, это королева жезлов. Именно если говорить об этой карте не как о карте двора я скажу чуть позже, сейчас мы говорим именно о том, какую энергию несет эта карта. Это уверенные действия, это стремление и движение вперед и наверх. И, конечно, готовность к тому, что делать надо будет много.
Неделя по этой карте будет довольно-таки загруженная, но то, что вы будете делать именно с запалом, с огоньком, и вы будете в этом уверены. Если нужна какая-то помощь, вот вам девушка в помощь, королева жезлов, это женщина старше 45, с таким красноватым отливом волос, темный цвет глаз. Женщина уверенная в себе, женщина знающая, чего она хочет и куда она движется. Если вы в поиске или в ожидании, это для мальчиков, и вы старше 45, скорее всего, это будет ваша ровесница. Если вы младше 45, то женщина будет старше вас. Очень открытая женщина, говорит все, что думает. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, не всегда мы любим слышать о себе правду. Это не только для межличностных отношений, эта женщина может выступать как врач, очень ответственная и принимает быстрые решения. Имеется в виду, что поставить диагноз и назначить лечение не возьмет у нее много времени. Это для тех, кого интересует здоровье. Если есть какие-то финансовые вопросы, она может быть представительницей финансовой организации, тоже в помощь вам. Вот я именно вижу эту женщину в помощь вам. Ну, а также для межличностных отношений это может быть, я не вижу, что это родственница, но это может быть даже какая-то знакомая, с которой вы сможете поделиться и получить ее совет. Вот такая неделя у водолеев. Немножко быстрее все будет и более напористо, чем вы привыкли. Вы более будете, вам надо будет быстрее все мыслить и все решать в ближайшую неделю. Вот так я это вижу. Ну а теперь общий совет. Общий совет, что возьмите время для себя, небольшое время для того, чтобы побыть сами собой. Одиночество, но не то одиночество, когда мы чувствуем себя одинокими, а вот именно то время, в которое мы можем успокоиться, расслабиться, уйти от сумасшедшего ритма и уйти от вот этого хаоса мыслей и, соответственно, расслабить тело и мысли, убрать мысли, расслабить тело и сознание для того, чтобы нам стало легче. Как будто, знаете, вот такое чувство, что многим из вас надо избавиться от определенной тяжести. А это можно сделать, скорее всего, и лучше всего в одиночестве. Главное, это для тех, кто предпочитает одиночество, не переборщить, потому что вот оно может перерасти в другой вид одиночества, когда вы действительно чувствуете, что вы никому не нужны, что всем на вас плевать, вот что-то такое. Вот этот вид одиночества, не пускайте его в свою жизнь, потому что если вы это пустите, это и будет происходить, потому что вы будете это излучать. Помните, все исходит от вас. Ну и сейчас загадайте ваши желания, загадывайте. Помните, формулировка очень важна. Вопрос, желание, цель. Очень важно, как вы сформулируете. И еще помните, что лучше всего, чтобы это были именно ваши желания, а не желания, навязанные вам кем-то или социумом. Ведь те желания, которые навязаны вам, эти вот ожидания, что от вас чего-то ждут, и вы пустили это в желание, они не принесут вам счастья и удовольствия. Помните об этом. Ну что, близнецы? Для тех, кого интересуют романтические отношения, вот здесь я видела, кстати,
неполноценные отношения, это или ссора, или какое-то расставание, или отношения на расстоянии, хочу сказать, идет исполнение вашего романтического желания, улучшение отношений. Для всех остальных именно ваше желание может исполниться при помощи именно отношения с людьми. Отношение с людьми, оно поможет исполнению вашего желания. Ну а в принципе по золотой розочке и даже по символике карты могу сказать, что да, есть все предпосылки, что ваше желание исполнится. Для тех, кто ждет ответа на вопрос, ответ придет. И придет очень скоро. И, скорее всего, это, если особенно вопрос об отношениях каких-то, то он точно будет в вашу пользу. Ну а все остальные, все-таки что-то будет связано с отношениями межличностными, романтическими или нет. Тут может быть и так, и так. Так я вижу энергетику. Весы. Вот тут могу сказать, попросите ангелов. Вот здесь действительно идет это Верховная Жрица, она еще и мистическая немножко карта. Ее значения менялись со временем. Сегодня вот те значения, которые я использую, плюс та энергетика, которую я ощущаю вот через вас и через карту, это уже не то, что было когда-то. Когда-то, кстати, даже заканчивали расклады этой карты. Если эта карта выходила, то считалось, что дальше тайна. Сегодня оно немножко другое, но и у меня абсолютно другой подход к предсказаниям. Поэтому, но тут еще, это же карта именно вселенская, вот так можно сказать. Поэтому попросите вашего ангела-хранителя или архангела, или ангелов, чтобы вам помогли в решении вашего вопроса, в получении ответа на ваш вопрос и, конечно же, в исполнении ваших желаний. И тогда все будет здорово, и ваше желание исполнится. Водолей. Сконцентрируйтесь на цели. Вот эта карта, ваша карта недели, как никогда, вот эта карта дополняет вашу карту недели. Знаете как, вижу цель, не вижу препятствий, иду и делаю, и достигаю. Вот эта карта и говорит об этом. И при правильной концентрации желание исполняется, и, конечно же, вот тут, знаете, концентрируйтесь на ответе. Какой бы вы ответ хотели получить. И представляете, что вы получили тот ответ, который вы хотели. И тогда вы это и получите. Единственное, что, концентрируясь на ответе, старайтесь не ждать. Ожидание завышает важность и отдаляет результат. Вот, как-то так. Ну вот и все. Вот такая неделя, по мнению Таро, ближайшая для стихии воздух. Я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души. И оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы решили быть счастливы, будьте. Ну а я люблю вас, мои дорогие. Увидимся очень скоро. Пока!